Иногда я говорил о президенте Украины Петре Алексеевиче Порошенко, то, что он дурак. И некоторые люди, причем достаточно большое количество людей, мне говорило, почему ты говоришь, что он дурак? Ну, можешь сказать, что он некомпетентен в одном, привирает в другом, там, в третьем, в четвертом. Ну, сейчас вот это вот видео как раз для тех людей, кто сомневался. И это не голословное обвинение, просто Порошенко дурак, потому что он дурак. Нет, я сейчас обосную, почему он дурак, почему он балбес, почему этот человек может претендовать на звание самого нелепого президента мира. Викрадені італійські картини, які знайшли українські прикордонники, від сьогодні можна побачити у столичному музеї Ханенків. Виставку під назвою «Врятовані». Украденные итальянские картины, которые нашли украинские пограничники, сегодня можно посмотреть там в музее Ханенко, в Киеве, кстати, небольшая реклама. Вот, приходите, смотрите, потому что полотна на самом деле значимые. Ну, и вы спросите, при чем же тут Порошенко? Когда его видишь на первом плане вообще во время вот таких вот событий, новостей, всегда задаешься тем же самым вопросом, при чем здесь Порошенко? Почесне громадянство міста Верона для Петра Порошенка та безкоштовний вхід до кінця року для усіх українців. Ну, как я понимаю, Порошенко это именно тот человек, судя по тому, что он стал почетным теперь гражданином Вероны, моей любимой, что он тот человек, благодаря которому эти картины и спасены. Ну и Порошенко принимает, с удовольствием принимает это почетное звание. А теперь в сюжете рассказывают, как эти картины, собственно, были найдены. Ну, наверное, проведена спецоперация какая-то, да? Вартість цих полотен оцінюють у 16 мільйонів євро. Українським прикордонникам вдалося перехопити їх у травні на острові Турунчук, що в дельті річки Дністер. То есть картины нашли на территории Украины неподалеку от границы. Ну как неподалеку? За 1,5 километра от границы с Молдовой. Далее рассказываются, каким образом удалось эти картины найти. За даними слідства, полотна готували переправити на територію Молдови. Невідомі поінформували про це правоохоронців. Какие-то неизвестные позвонили и сказали, там-то спрятаны картины. Украинским пограничникам оставалось мало. Поехать да изъять. Ну, я не умаляю их подвига, потому что на самом деле надо было сделать быстро. Не чесаться там, не отдыхать, не спать, не пьянствовать, а просто ехать и находить. Они поехали и нашли. Честь им за это и хвала. Ну, слушаем дальше. Ті ж вирішили не гаяти часу, аби твори мистецтва епохи італійського відродження через негоду не пошкодилися. Тут важно. Украинские пограничники не стали ожидать, кто явится за этими картинами, а решили сразу же картины изымать. По какой это было сделано причине? У меня есть свои мысли, почему не устраивается засада, почему бы не изъять картины, а потом не устроить засаду. Но изымаются картины, и об этом сообщается по средствам массовой информации. Я знаю, в каких случаях такое делается, когда тот, кто находит картины, он каким-то образом связан с теми, кто их припрятал. Но не озвучиваю эту версию, потому что она не доказана. Вот прокурор Матиос подтверждает, что картины были найдены, изъяты и не устраивалась никакая засада. Можна було йти шляхом дочекатися на місці, де вони були приховані, дочекатися групи, яка їх повинна була перекидати через державний кордон, але було прийнято, я рахую, що абсолютно зважене і вірне рішення про необхідність негайного вилучення і доставлення їх в належні умови. Ну, это право тех, кто принимал решение об изъятии картин, чтобы они действительно не пострадали там от дождика и от чего-то еще другого, может, чтобы черви не съели. А вот теперь внимательно слушаем Порошенко. Это без перерыва, это вот рассказывает Матиас, а дальше рассказывает президент 40-миллионного государства. Їм вдалося буквально в лічених метрах від державного кордону зупинити контрабандистів. Как это они остановили контрабандистов? О чем говорит Петр Алексеевич Порошенко? Возможно, он имеет в виду остановили контрабандистов, это в переносном смысле. Контрабандисты замыслили переправить картины, а их остановили за несколько метров, буквально за 1 метр, за 50 сантиметров. Но дальше он опровергает вот эту вот мою теорию, которая могла бы его как-нибудь обелить и показать, что он не является дураком полным, пробитым. Злочинців вилучити ці картини, одразу ж їм пропонували великі хабарі. То бишь они остановили этих контрабандистов, и контрабандисты сразу же предлагали большие взятки. Это говорит президент страны. До этого, в этом же сюжете этого же телеканала рассказывается о том, что пограничники нашли картины. Вернемся в мае 2016 года. Эти картины похищены в ноябре, а в мае их обнаружили на острове. Вот смотрите, как один из украинских телеканалов это обозвал. Телеканал «Украина». События. Украинские правоохранители раскрыли ограбление века. Ограбление века раскрыто украинскими правоохранителями. Они нашли 17 картин, украденных из итальянского музея в Вероне.
Они нашли, когда это звучит буквально, то есть нашли прикопанными, это не значит, что оно раскрыто ограбление века. Это значит, что они нашли картины, которые похищены в результате ограбления века. Слушаем дальше. Следы вели в Молдову. Похитители, скрываясь от преследования, перепрятали шедевры в Одесской области. Вы слышите что-то о контрабандистах, которых задержали в нескольких метрах от украинской границы? Нет. А барышня рассказывает то же самое, что мы уже раньше слышали. Контрабандисты прикопали эти картины, прикопали на время. Ее план утверждал лично президент Петр Порошенко. Ну а как же без него? Лично Порошенко утверждал, поедете вон туда вот и вытащите оттуда картины. Без Порошенко резолюции, конечно же, такая спецоперация пройти не могла. Или просто Порошенко появляется везде, где хоть какой-то призрак перемоги бродит, там он обязательно возникає. Ця блискуча операція нагадує світові про те, як ефективно Україна запроваджує зараз боротьбу із контрабандою, Про коррупцию забыл сказать. включаючи контрабанду мистецьких цінностей, і з корупцією. Вы спросите, при чем тут коррупция? А я отвечу, да я не знаю. Давайте лучше сходим на сайт президента Украины за май. А на сайте президента Украины сообщается, что вот он как раз таки поздравил пограничников, которые нашли 17 картин. Нашли 17 картин, Петр Алексеевич. Это на твоем собственном сайте. И ни слова ни о каких контрабандистах, которые были задержаны в нескольких метрах от границы, которые предлагали деньги для того, чтобы откупиться. Посмотрим другой телеканал, местный телеканал. Українські правоохоронці вийшли на слід міжнародної злочинної групи. Это тогда, по всей видимости, когда им позвонили и сказали, вон там вот картины, и идите их отройте. Создана совместная международная следственная оперативная группа. Так международная следственная оперативная группа. Возможно, я не прав. На самом деле привлекли украинских правоохранителей для того, чтобы совместными усилиями раскрыть преступление века. Но дальше этот же прокурор продолжает. Военная прокуратура Южного региона и погранслужба, мы не входили в эти структуры и в эту международную следственную группу. Мы работали в автономном режиме. Ну и понятно, в автономном. В общем, параллельно двигались итальянские следователи и украинские следователи. И вместе пришли, просто напали на след международной преступной организации. Дальше идут кадры, на которых показано задержание. Какое-то задержание, какого года, неизвестно. Но вы спросите, подожди, каноны жанра не выдержаны, а где российские спецслужбы, где рука Кремля? Да вот же рука Кремля. Слободян, это начальник погранслужбы Украины, как раз таки о ней рассказывает. Також в ході оперативних заходів було встановлено, що в переправці цих картин до Придністров'я були зацікавлені і спецслужби Російської Федерації. Тудун, есть. Ну теперь уже все на свои места и теперь уже выдержано реально по канонам жанра. Вони тримали учасників цієї злочинної групи під своїм контролем, і є інформація про те, що вони в подальшому планували все-таки доставити ці картини до Москви. И кому они в Москве могли понадобиться? Ну, конечно же, его имя мы не называем здесь. Слободян тоже не назвал, постеснялся. Пограничники утверждают, что розыск полотен находился в сфере интересов Российской Федеральной службы безопасности, а похитители взяты ею под контроль. Кроме того, ФСБ планировала собственную операцию по вывозу картин в Приднестровье, заявили в украинском ведомстве. Ну и теперь Евроньюз, чтобы, знаете, чтобы эту кастрюлю накрыть крышкой. Украинские пограничники обнаружили недалеко от территории Молдавии. Обнаружили, никто никого не задерживал. Ну вот здесь вот опять-таки речь Порошенко о том, что это спецоперация, да на весь мир, да мы просто показали, да ух. Такими эффективными действиями мы не только сохранили мировую ценность этих полотен, но и подтвердили на должном уровне престиж Украины. Да, престижно, престижно. У нас на территории спрятали картины украденные. Не где-то там, знаете, неизвестно где, а у нас. Это все-таки престижно. Насколько престижно, когда воры через твою территорию переправляют картины куда-то в другое место. А теперь по поводу того, что там украинские правоохранители вышли на след, там еще что-то. Давайте послушаем. Кто вышел на след? Итальянская полиция уже арестовала 13 подозреваемых, которых считают причастными к ограблению. Резюмируя, дам еще раз послушать то, что Петр Алексеевич Порошенко сказал под камеры, под запись, и то, что не вызвало никаких вопросов у украинских журналистов, потому что никто его не одернул, не сказал: Петр Алексеевич, что ты лепишь? Їм вдалося буквально в лічених метрах від державного кордону зупинити контрабандистів, злочинців, вилучити ці картини. Одразу ж їм пропонували великі хабарі. Таким образом, президент Порошенко под камеры, под микрофон, под запись просто-напросто соврал. Ну и можно это назвать просто признаками или там какими-то психического отклонения, или, возможно, там просто каким-то неуемным желанием врать, чуть не заматерился.
Ну, а я на самом деле назову это очень просто. Порошенко дурак. Порошенко дурак, пробитый дурак, дурачок. Если вы хотите мне возразить, то вот по этому конкретному сюжету возразите что-нибудь. Пока.